Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком Льва, потому что этот прогноз на март будет именно для львов, львят, львиц. Мы рассмотрим общую атмосферу грядущего месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет с предостережением. Выбирать ничего не нужно, у нас будет одна общая позиция для всех львов. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Давайте, начиная с общей атмосферы загаданного периода, посмотрим, каким же будет для львов март. Общая атмосфера марта. Ой. Смотрите, март для вас будет положительным, но вот смотрите, поскольку у нас изначально букет перевернулся, да, это говорит о том, что любые новые начинания, они потребуют определенных усилий. Вам, как медведь, нужно будет отстаивать свои интересы, свои права, свою территорию, свои вот все, за что вы несете ответственность, все, в чем вы заинтересованы. Тем не менее, всадник символизирует как раз-таки движение вперед. Вот именно стремление к цели, стремление к победе. У кого-то здесь поездки, переезд отыгрываются, у кого-то карьерный рост. Любой прогресс, любое движение вперед, оно здесь будет. Но, как правило, вот букет, он сам по себе, это такое очень продуктивное, плодотворное новое начало, многообещающее. Но в данном случае вам, знаете, вот придется где-то проявить свою настойчивость, свое упорство. Это неплохо. Это неплохо, просто приложение усилий, да, тот процесс, когда вы прикладываете усилия, он будет здесь характерен и актуален. Что касается работы. Давайте посмотрим, работа у львов. Вот, скорее всего, сферы работы и касается вот эта медвежья позиция, потому что вам придется как будто бы, знаете, вот защищаться, защищать свои интересы, свою территорию, доказывать, что вы достойны занимать свое место, свой статус отстаивать, защищать свои позиции. Но вам все подвластно. Вы действительно, у вас это получится. Вы маг, вы тот человек, в руках которого вся эта сила, все эти ресурсы заключены. И однозначно вы двигаетесь вперед. Здесь вот именно движение вперед по карьерной лестнице, к новым проектам, к успеху и так далее. Для многих мужская фигура будет способствовать и сопутствовать. Да, это, скорее всего, либо руководитель, либо кто-то из коллег. Возможно, это клиенты, либо партнеры, которые будут вам созидать, вам помогать. Но, повторюсь, вот этот момент, когда, вы знаете, как сдача экзамена, да, то есть определенный экзамен на соответствие занимаемому статусу и занимаемой должности. Сдадите экзамен на отлично, образно говорю, да, условно говорю, что экзамен, но все вокруг поймут, что вы действительно достойны двигаться к той цели, которую вы ставите. Поэтому все прекрасно, все замечательно, но не без усилий, будьте к этому готовы. Далее давайте посмотрим финансы для львов в марте. Во-первых, львиная доля финансов может уйти на оформление каких-то официальных бумаг, договоров, или же вот какие-то расходы, которые действительно по справедливости оправдывают себя, да, то есть это не просто так деньги на ветер, а это какие-то либо инвестиции, либо вложения во что-то полезное, в то, что принесет в дальнейшем вам успех. Если говорить о доходах, то здесь что посеешь, что и пожнешь. То есть все по справедливости. Если вы хотите получить хороший результат, будьте добры, постарайтесь, вложитесь в то, что вы хотите получить. Радуетесь прибыли, радуетесь доходам. У кого-то возможны расходы, возможны траты либо на детей, рождение детей, беременность,
есть расходы, связанные с тем, чтобы порадовать детей, детский день рождения. У кого-то это будет поездка в отпуск. Но карты очень светлые, доходы есть. Расходы положительного характера, все расходы, они оправдывают себя. Поэтому по финансам все хорошо и даже с тенденцией к росту в геометрической прогрессии. Не просто поступают деньги, а с каждым днем ваши доходы будут расти, ваши доходы будут увеличиваться, уважаемые львы. Что у нас с личной жизнью, что у нас с любовью у львов в марте? Как-то очень все спокойно. Кто-то в паузе. Смотрите, напомнит о себе либо мужчина из прошлого, либо войдет в вашу жизнь мужчина в форме или мужчина воздушных знаков зодиака. У большинства это, конечно же, знаете, такое состояние, когда вы находитесь с мужчиной в паузе. И он, вот этот мужчина из прошлого, да, которого вы знаете давно, он напоминает о себе. Приходит с примирением, с какими-то теплыми словами. Но здесь вот это примирение, оно ознаменовано тем, что человек пока не стремится к какой-то стабильности. Его больше интересует конфетно-букетный период ваших отношений. Совершенно верно. Готов ухаживать, готов дарить любовь. Но все, что будет дальше, вся дальнейшая серьезность, она как будто немножечко притормаживается. Его сейчас больше интересуют чувства. Его интересует романтика и конфетно-букетный период, который может быть создан вот этой вот романтикой. У многих здесь такая ситуация, когда в жизнь входит новый мужчина, да, то есть если не актуально общение с кем-то из бывших, здесь новое знакомство вот с этим мечевым королем. Кем может быть этот мечевый король? Это либо мужчина в форме, медик, военный, юрист, спортсмен, либо же мужчина воздушных знаков зодиака. И опять же, идет к вам с чувствами, и ваше взаимодействие характеризуется таким вот романтичным периодом. И сейчас все сводится к тому, чтобы просто друг друга радовать. Во всяком случае, он к этому будет стремиться. Развития какого-то не вижу. Вот четверка мечей — это состояние такое вот, знаете, вот затишье, некая пауза, отсутствие такого вот глобального развития. И, скорее всего, это связано еще с тем, что такая львиная доля сил ваших будет уходить на то, чтобы в работе сосредоточиться на достижении целей, ну и, соответственно, на финансовой составляющей. Что касается совета, к чему стремиться вам, уважаемые львы? Защищать, отстаивать свои интересы. Ну, это, скорее всего, касается работы. И вы знаете, важно одерживать, ну, здесь карты борьбы, бороться нужно, но бороться здесь нужно, проявляя милосердие к своему оппоненту. Да, здесь стоит настраиваться на победу, и победу эту вам нужно одержать любой ценой, потому что от этого зависит ваш успех, в первую очередь на профессиональном поприще. Но к своим оппонентам важно относиться с пониманием, состраданием. Не нужно здесь рубить с плеча. Поймите то, что по головам здесь идти не стоит. Да, движение вперед, карьера, цели, успех, но проявляя, повторюсь, сострадание, сочувствие и поддержку к тем людям, которые стараются, вот знаете, ну, кто-то уличить вас в чем-то, кто-то просит вас подтвердить свой статус. Поймите, что они делают это не просто так. У кого-то такая работа, у кого-то определенные на это мотивы. Когда человек счастлив, он не причиняет проблем другим. Судя по всему, есть на то причины у тех людей, которые доставляют вам проблемы, потому что они сами, ну, в чем-то, так скажем, либо несчастны, либо не до конца состоятельны, не до конца удовлетворены чем-то. Чего остерегаться вам стоит, уважаемые львы, в марте? Так. Любой выбор делайте, пожалуйста, с осторожностью. Плюс смотрите, вот, конечно же, сфера любви у каждого своя, да, у каждого своя ситуация, потому что
прогноз, как ни крути, он все равно у нас общий. У многих здесь может отыгрываться, посмотрите, у нас не зря две мужские фигуры выходят, и велика вероятность того, что одним из соблазнов у вас будут любовные отношения, да, то есть отношения такого треугольного формата. У кого-то треугольный, у кого-то четырехугольный. Так вот, если вы принимаете решение вступать в такие отношения, да, треугольного любовного формата, делайте это максимально осторожно, потому что по пятерке кубков здесь, знаете, возможны такие ошибки, возможны такие поступки, о которых вы потом будете жалеть. Поэтому все, что касается искушений, выбора, тайных связей, ловкости, хитрости, подковерных игр, все это осуществляйте, максимально застраховав все риски, чтобы вам потом не приходилось жалеть о содеянном. В целом, месяц для вас прекрасный. В целом месяц для вас замечательный. Вы идете вперед в нужном направлении, причем рядом есть люди, которые готовы вас поддерживать, оберегать и быть вашей командой, которые готовы идти за вами абсолютно в любых направлениях. Поэтому, уважаемые львы, пусть вся информация, которую вы прослушали, которую вы получили, будет вам во благо. Я благодарю всех за просмотр, буду рада вашей обратной связи, вашим подпискам, лайкам и комментариям. До встречи с вами в новых видео.